Ребята, всем привет! С вами Даша, а сегодня я буду строить просто огромный вертолет. Это Ми-8 в 48 масштабе. Это модель от звезды, и можно сказать, что это горячая новинка. Она вышла совсем недавно, месяца два, наверное, назад. И она у меня в руках, и она уже почти готова. И для затравочки я хочу вам показать, как я собирала Ми-8, правда, в очень маленьком масштабе. Это 350, если не ошибаюсь. Эта модель была дополнением к большой модели ледокола Арктика, которую я собирала год назад. А если вы пропустили это видео, то оно наверняка есть на моем канале. Так что давайте смотреть, как я строю этот гигантский вертолет. Его маленькую копию вы можете видеть здесь. Мы начнем с обзора коробки. И на бокс-арте мы видим очень узнаваемый силуэт. Это вертолет летит где-то, наверное, над Афганистаном. Интересно, что это рукописное полотно художника Андрея Жирнова. И не знаю, я сразу вижу разницу между компьютерной графикой и вот таким вот бокс-артом. И, не знаю, такие бокс-арты вызывают у меня больше чувств при просмотре. Как картина настоящая, действительно. Логотип вертолета России, значит, звезда очень тесно взаимодействовала с нашей вертолетной, получается, корпорацией при разработке данной модели. И можно сказать, что это такой знак качества, что модель будет точно соответствовать настоящему прототипу, настоящему вертолету. А купить модели вертолетов и все дополнения к ним можно в магазине «Модельная лавка». На лавке появился раздел «Лавкаграм», где можно поделиться своей работой и посмотреть, как другие моделисты делают модели. И это отличная альтернатива другим, более токсичным площадкам. А применяя этот промокод при своей первой покупке, вы получите скидку в 500 рублей на свой первый заказ. Ссылочка на магазин и промокод есть в описании к видео. А на обратной стороне коробки тут изображен собранный вертолет, опять неизвестным автором. Тут есть небольшая историческая справка, и в наборе довольно очень много деталей, 358. А теперь заглянем внутрь коробки. Так, я начну с декалей, и они здесь очень объемные. Тут очень много технических надписей. И это очень классно, потому что модель ваша будет выглядеть не просто игрушкой, а вот настоящим вертолетом, только в миниатюре. Так, а здесь интересная схема окраски. Вот как раз кубинская версия вертолета, словацкая. Мне очень нравится версия именно ВВС России, а именно для полярной авиации. Ну а здесь советский и российский вариант по окраске данного вертолета. Так. Деталей здесь очень много, они разнообразные и довольно крупные. Так что я думаю, сборка не должна быть сложной, она просто будет долгой. Итак, приступаем. Итак, я решила начать сборку с нижней части вертолета, а это именно с днища. И мне понадобится деталь F21. И, соответственно, я беру рамочку F, и на ней подписано символ F. И деталь номер 21 с соответствующим маркировкой, вот, 21. Ну, ее визуально легко определить, что это днище вертолета. С помощью бокорезов я аккуратненько отделяю деталь от рамочки, стараясь сделать это с небольшим запасом, а не впритык, так как впритык все-таки можно немножко повредить деталь. Со всех сторон освобождаю. Деталь у меня в руках, и теперь я провожу окончательную ее обработку. Итак, эти детали у меня подготовлены, и теперь их можно соединять. Смотрим на схему. Проще всего ориентировать так же, как на схеме, и сопоставлять детали. Да, после того, как я сопоставила две детали и определила, как их нужно точно приклеивать, можно уже с помощью клея соединять. То есть мы смазываем клеем две контактные поверхности и сопоставляем деталь. И сейчас клей будет
как бы немножко растворять пластик в этих местах и намертво склеивать. Ждем несколько секунд и готово. А теперь я прикрепляю внутреннюю обшивку к фюзеляжу. Тоже в пазике. И теперь мы собираем весь вертолет, весь корпус. Для этого соединяем вот эти наши две подсборочки. Тут все фиксируется без щелей. И также используем клей. Я использую сверхтекучий клей. Практически не оставляет следов, а заливается в трещинки, места стыка. И теперь я присоединяю нижнюю часть фюзеляжа к тому, что уже собрано. Все встает в пазы. Остается часть для крепежа топливного бака. И так. А сейчас я покрашу скамейки внутри грузового отсека вертолета на случай, если их будет видно сквозь иллюминаторы на готовой модели. И для этих целей я использую краски от фирмы ICM. А также я окрашу огнетушитель. Это яркая красная деталь. И, скорее всего, его тоже будет видно. Я продолжаю сборку вертолета, и следующим шагом будет установка хвостовой части. И ее нужно аккуратно вот так вот надеть. Состыковать без каких-либо стыков видимых и приклеить. И, скорее всего, я приклею в том месте, где больше всего щель. Остальное немножко подгоню. Так, и проделываю то же самое по всей стороне стыкуемых деталей. А теперь я перехожу к установке топливного бака. И теперь с другой стороны также надо установить топливный бак. И здесь немножко он другой. Он более вытянутый, более вместительный. Этот топливный бак составной. Состоит из двух половин. Так, и вторая половина. А теперь я перехожу к установке транспортных ворот. И закрываю вторую половину этих транспортных ворот. А теперь я буду закрывать все лючки, которые есть у вертолета. И начну я, наверное, с двигателя. Так. Ну, интересно. Уже выглядит настоящим вертолетом. И давайте еще закроем вот эту дверку. И следующим шагом будет установка, точнее сборка главного винта. Тут довольно все понятно. Нужно вот на этот маленький штырек надеть лопасть с помощью вот этого отверстия. И фиксируем клеем. С помощью вот этой детали можно установить винт на вертолет. И теперь я заканчиваю сборку вертолета. И для этого я установлю винт, а также рулевой винт на хвосте. И остальные элементы я пока прикреплять к вертолету не планирую. Я их собрала вот в маленький ящичек. Тут колеса и разные стойки. И также остекление
И поэтому я могу сказать, что сейчас я закончила сборку вертолета и продолжу подготавливать вертолет к окраске. Сейчас я при помощи специальных масок заклею головное остекление машины и боковые иллюминаторы. И в теории, конечно же, можно самой из скотча сделать такие маски. Но я буду использовать готовые, это намного быстрее и удобней. Так что я всем рекомендую. А также я рекомендую подписаться и на мои другие социальные сети. Например, в моей группе в ВК я показываю процесс моих строек и обсуждаю околомодельные темы. В Дзен выходят текстовые версии моих видео, а благодаря телеграм-каналу вы не пропустите новый мой контент. Ссылочки на все ресурсы будут в описании к видео. Окрашу из аэрографа кабину вертолета, и я буду использовать краски от фирмы Gemscale. Их можно использовать и без грунта, и иногда это очень удобно. А цвет я использую светло-серо-голубой, и вроде бы он наиболее близок к тому, которым красят внутренние поверхности советских летающих боевых машин. Вручную окрашу приборные панели и займусь окраской кресел и разнообразного внутреннего убранства винтокрыла. 48-й масштаб стал очень популярным среди моделистов и производителей моделей. Если раньше авиационным считался в основном 72-й или же 144-й масштабы, то сейчас очень много новинок выходит именно в крупном 48-м масштабе. И это логично, в 48-м масштабе можно показать больше мелких, но не менее интересных деталей, детально проработать рабочее место пилотов или же точно проработать расшивку. Но и место на полочке такие модели займут намного больше. Первой моей авиационной моделью в 48-м масштабе стал американский истребитель Сейба. Это модель от фирмы Итальери. Но мне процесс работы над ней не очень понравился. Если честно, я даже не знаю почему. Видимо, меня не очень вдохновляют американские послевоенные самолеты или самолеты в общем. А далее тематику 48-го масштаба я продолжила моделью штурмовика Су-25. Конечно, у моей модели есть некоторые косяки в окраске, но в целом я очень довольна получившимся результатом. И особенно мне понравилось, как я оживила кабину пилота объемными декалями. А спустя некоторое время я построила вертолет Ми-24 в пушечном варианте. Это был мой второй винтокрыл в 48-м масштабе. И этой работой я довольна. И цвет, и вооружение, все получилось, как я планировала. Так что эта модель меня вдохновила и на другие постройки авиации. И вот теперь я делаю модель вертолета Ми-8. Это тоже довольно интересный опыт работы с такими громоздкими моделями. Приборные панели производитель предлагает сделать при помощи декалей. Собственно, я их и переведу. Конечно же, можно было бы украсить рабочее пространство пилотов объемными декалями от Quinta Studio. Но я подумала, что на готовой модели всей этой красоты толком и не будет видно, так что я обойдусь штатными декалями. А вот если бы фонарь был съемный, то вполне можно было бы показать проработанный интерьер на готовой модели. Примерно так я это сделала на Су-25, а видео о постройке которого можно посмотреть на моем канале. Оно выходило примерно год назад. И время наносить основной цвет, и я хочу сделать машину из рядов полярной авиации. А Ми-8, конечно же, в первую очередь известен своими подвигами в горах Афганистана и Чечни. Но афганский вариант вертолета я уже делала. Это был Ми-24 и тоже в огромном 48-м масштабе. А видео о его постройке также есть у меня на канале. А также, чтобы разнообразить вертолетный строй, я решила сделать его тоже военным, но в рядах арктической российской группировки войск. Они окрашиваются в яркий оранжевый цвет. И у меня в запасах есть классный оттенок оранжевого цвета от фирмы Gemscale, и он называется «Коммунальные службы», и пусть этот вертолет будет коммунальной машиной. Вертолет получился настолько огромным, что еле-еле влезает в окрасочную камеру, и выставить адекватный кадр у меня получалось не всегда, и фокус иногда уходил на совсем непонятные вещи. Так что для таких огромных моделей мне надо искать рабочее место побольше. И мне надо окрасить в синий цвет несколько полос, характерных для полярной авиации. И маски на этот раз я буду делать из малярного скотча от фирмы Machete. Тут ничего сложного нет, так как линии имеют правильную геометрическую форму. Главное найти нужные ориентиры. И наношу синий цвет, и вначале у меня получился темноватый оттенок, но потом я добавила в него немного белого, и цвет получился такой, как надо. И вообще в последнее время у меня очень сильно расходуется синий цвет. Основной винтокрылой машиной в Заполярье на протяжении десятков лет остается семейство многоцелевых Ми-8, а всего с 1961 года построено более 17 тысяч единиц Ми-8. Восьмерка эксплуатируется в Сибири и на Дальнем Востоке, и на Крайнем Севере повсеместно, а также в МЧС России и ВКС России, и всего более 30 авиапредприятий. Ми-8 летают в самых суровых условиях. Так, кабина даже грузовых модификаций имеет систему отопления, позволяющую использовать вертолет для перевозки людей в самые сильные морозы. А черным цветом я окрашу трапеции возле выхлопных патрубков.
И это, видимо, нужно, чтобы маскировать следы копоти. И настало время ручных работ, и тут их будет довольно много. Мне надо окрасить редукторы несущего и хвостового винтов, антенны разнообразных систем связи. И, кстати, эксперты, в комментариях вы можете озвучить, для чего нужны эти антенны. А окрашиванию подвергнутся также пилоны для вооружения. И, конечно, мне надо покрасить покрышки колес шасси. И также мне надо окрасить некоторые элементы на хвостовом винте. Машину специально спроектировали как военный вертолет для условий европейских стран и Крайнего Севера. В 60-е годы прошлого столетия Европа считалась наиболее вероятным театром военных действий, а в Заполярье вертолет был крайне востребован в связи с освоением Севера, и уже во время эксплуатации были осуществлены проекты перевода на сжиженный газ в качестве топлива, а также повышающие эффективность противорезинительной системы двигателей и также другие доработки. Я закапотировала двигатели на модели, и, конечно же, можно было бы их оставить открытыми, ведь без дополнения они выглядят очень даже неплохо. И вообще линейка вертолетов у «Звезды» в 48-м масштабе вышла очень приличной, и даже новичок сможет построить очень интересную модель. Правда, коллекцию таких винтокрылов особо будет негде разместить, ведь что Ми-8, что Ми-24 в этом масштабе очень огромны. А вот вертолеты от Камова в 48-м масштабе мне было бы очень интересно собрать, особенно К-52. Поработаю над основным винтом, и мне надо окрасить некоторые элементы на его роторе и обозначить детали на самих лопастях. Это заняло очень много времени. А смывкой я выделю рельеф вертолета. А тут есть что выделить, ведь у модели очень объемная клепка.
А смывка – это жидкая масляная краска, которая легко затекает в углубление модели и не взаимодействует с основным слоем акриловой краски. А излишки я удаляю при помощи White Spirit. Время удалить окрасочные маски с мордочками 8. Из-за объемности прозрачных деталей иногда маски отходили, и под них затекала краска, так что после их снятия мне пришлось чуточку почистить стекла. А теперь я переношу декали, и у модели их достаточно много. Например, мне надо перевести декаль BBC России. И, конечно же, я шучу, это не BBC, а ВВС – военно-воздушные силы. А надпись эта довольно устаревшая, ведь сейчас в России есть только воздушно-космические войска. А как можно расшифровать BBC, напишите, пожалуйста, в комментариях. А также я переведу регистрационный номер машины и порядковый номер в части 05. И тут есть явная отсылка к Дагестану. Приемом масляные точки я слегка покажу последствия погодных эффектов на краске, а заодно этим методом я уменьшу блеск декалей. И также нанесу на лопасти немного смывки, чтобы они не смотрелись слишком уж однотонными. И вот такая махина у меня получилась. Это настоящая гроза северных широт. Это, я так понимаю, основное грузовое средство и также пассажирское для районов Крайнего Севера. Ну и также его маленькая копия. Итак, надеюсь, это видео вам было интересно и полезно, и вы подчеркнули для себя что-то новенькое. И также я желаю вам удачи в ваших собственных стройках. До новых встреч. Пока-пока. А купить такие модели вы можете в магазине «Модельная лавка». По промокоду в описании у вас будет скидка на первый заказ.